Сегодня мы отправляемся на самый юг страны, в долину Арава, где среди солончаков и акациевых рощ расположен один из самых необычных природных уголков Израиля – заповедник Хайбар-Йотвата. На огромной территории, в контролируемо диких условиях живут в мире и согласии многие представители тех видов животных, которые когда-то вместе с Ноем поднялись на построенный им ковчег. Здесь, в этом заповеднике, восстанавливают исчезнувшие библейские виды животных. И у нас есть возможность увидеть пустыню такой, какой она была тысячи лет назад. К середине 20 века многие виды, которые раньше жили на территории Израиля и которые упоминаются в Библии, были истреблены или почти истреблены в результате бесконтрольной охоты и военных действий в этом регионе. Заповедник Айбар-Йотвата расположен в 40 километрах к северу от Эйлата. Айбар в переводе с иврита означает «дикая жизнь». За исключением проволочного ограждения вокруг заповедника, большинство животных действительно живут здесь на полной свободе. Территория заповедника 16 квадратных километров. Обойти весь заповедник пешком невозможно, а выходить из машины запрещено. Обитатели заповедника хоть и травоядные, но агрессивны. В брачный период такие безобидные парнокопытные, как дикие сомалийские ослы, могут закусать друг друга до смерти. В мире их осталось около сотни, и в основном в Эфиопии. 40 лет назад израильтяне обменяли дюжину этих ослов на урожай вина с горы Кармель. Местные страусы также имеют эфиопское происхождение и прямо-таки мавританский темперамент. Библейский Иов говорит об этих гигантских птицах, несущих 1,5-килограммовые яйца. Страус оставляет свои яйца и на земле, и на песке, согревает и забывает, потому что Бог не дал ему мудрости и не дал ему разума. Ну правда дурной, что он делает? У аравийского орикса, антилопы из рода сернобыков, совершенно другое отношение к потомству, чем у страуса. В книге чисел эту белую антилопу называют единорогом, ведь в профиль кажется, что у нее не два рога, а один. По легенде, рог единорога приносит удачу, поэтому охотники за счастьем почти полностью истребили это животное. Гурманы вроде английского шпиона Лоуренса Аравийского чуть не съели оставшиеся экземпляры. Буквально из горла бедуина была спасена и перевезена в Хайбар последняя пара сернобыков на земле. Еще хуже обстояло дело с анаграми, или, попросту говоря, с дикими ослами. О них есть упоминание в том же Иове. К 1960 годам, когда появился Хайбарский заповедник, анагры полностью исчезли. Ученые начали поиск родственного им подвида. Через 30 лет азиатские анагры были привезены в Айбар из Ирана. Надо сказать, что они быстро обосновались в Израиле. И в течение нескольких лет количество анагров увеличилось. Антилопы адекс. У них длинные спиралевидные рога, которые не могут отрастать и восстанавливаться после повреждений. Эти рога около метра в высоту. Интересно, что самца с повреждением рогов изгоняют из стада, а самки, наоборот, получают дополнительную привлекательность. Газели изначально обитали в этой местности,
поэтому они практически единственные животные, которых не приходилось привозить издалека. Какие хорошенькие. Я не могу. Смотри, какие у него ушки красивые. Такие лапушки. Ну идите сюда, идите. Все, я зависла. Ну такая милота вообще. И хвосты тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну как мало нужно жизни для счастья. Просто увидеть вот двух таких ушастиков, которые смотрят на тебя такими настороженными глазенками. Главная задача Айбара – сохранение и последующее возвращение редких видов животных в дикую природу. Так, куларные и аравийские ориксы уже успешно выпущены на природу в разных районах Израиля. На сегодняшний день удалось успешно переселить в дикую природу два вида редких животных – ориксов и куланов. Одна из самок кулана даже стала местной легендой. После переселения она преодолела около 100 километров и вернулась в Хайбар-Йотвата домой. Сейчас в районе Махтеш-Рамон живет уже около 100 особей куланов, а недалеко от Хацевы обитает уже 80 аравийских ориксов. Друзья, если хотите увидеть больше таких мест, подписывайтесь на канал. Я показываю то, что обычно скрыто.